Здравствуйте, девочки! Добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за то, что вы со мной, за вашу поддержку, за добрые слова, за лайки, за подписки. Спасибо. Смотрим, внимательно слушаем, думаем и помним, что вне зависимости от кого бы то ни было и чего бы то ни было, в том числе и от результатов этого расклада, нужно любить себя, искать себя, никогда не сдаваться. Вы и только вы творец своего счастья. Теперь, девочки, сделаю вашу сигнификацию. А для начала озвучу тему расклада. Сплетни. Сплетни. Что нового на форуме ваших недоброжелателей, да? Для того, чтобы быть уверенным, что этот расклад точно ваш, смотрим вашу сигнификацию. Итак, какая вы? Какая девочка пришла на расклад? Вот у нас тут токсично. Сейчас будем уточнять, о чем это. Какая-то история из прошлого тянется. Так, о чем это? Какие-то такие странные карты. Так. Токсично. Это вы у меня токсично? Окружение. Такое ощущение, как будто бы к себе приближаете людей, встречу с которыми вы считываете этих людей, как будто удача. Карта рыбы, удача, удачливые. Вроде думаете, хорошие люди, действительно. А потом они раскрывают свою сущность. Видите, тут какие страшные. Ну, разные проявления токсичные. Это, говорите, как крест, как наказание какое-то мне. То ли не умеете выбирать партнеров. Ну, партнер не обязательно в любовной сфере. Партнеры, может быть, там творческий союз на работе, да, бизнес, какие-то проекты. Но чаще всего, девочки, это все-таки, конечно, партнер в любовной сфере у меня тут так проигрывается. И вы говорите крест, какое-то как наказание. Прям в прямом смысле. Изначально все классно, сходитесь, и вроде бы вы счастливы и думаете, вот я прям эту удачу за хвост схватила. А потом начинается какая-то дичь, диссонанс. Ожидаете одно, надеетесь, что это счастье, а это на самом деле тут как будто бы уже зреет какие-то параллельно, как будто бы вы не замечаете, за спиной мужчина может тут ну, что-то вытворяет, да, планирует, может какие-то уже такие звоночки, да, вы просто этого можете не замечать. За спиной держит кинжал, то есть что-то там какие-то у него темные делишки. То ли он умалчивает о чем бы то ни было, то ли какую-то ситуацию доводит до абсурда. Там, где если бы изначально, может, сказал, рассказал о своих проблемах, как ну, бывают у меня девочки, приходят на личные расклады и говорят, ну, правда, была любовь, был парень, хорошо проявлялся, и все классно. И нормальный, вроде очень даже адекватный, все было замечательно, а потом просто молчал, какие-то там долги, там еще что-нибудь. Говорит, если бы в моменте сказал бы, вместе бы взялись, все это дело, может быть, быстрее бы разрулили, как-то вышли из этой ситуации. Ну, вот до того, что начал бегать от этих долгов, начал чуть ли не долги переписывать на эту супругу. В общем, страшные истории бывают. Тут какие-то такие вот могут. Ну, я не в данном, понятно, раскладе. Но я в общем говорю, разные бывают ситуации, но это как будто бы говорит о том, что разочарование, как будто бы обманутые мечты, надежды, иллюзии. Это в прошлом уже, скорее всего, это уже все случилось, девочки. И может быть вы правда с этим человеком были счастливы. Он олицетворял это самое счастье. Много хорошего было, да. Я не обесцениваю все хорошее, то, что было. Тут оно вперемешку как-то показано. Ну и основная карта все-таки диссонанс. Вы надеетесь на одно, получаете, к сожалению, другое. Тут ярость. Ярость это чья ярость? Это ваша ярость. Да, смотрите, карта вопрошающей. Многие злили, может быть, ну, отчасти и на себя даже. Зачем я его подпустила к себе? Зачем я влюбилась? Да, ну, наверное, больше женщина злилась, конечно, на мужчину, который, может быть, довел эту ситуацию до такого какого-то абсурда. В принципе, может, злились на то, что мужчина обесценил
как-то уничтожил эту любовь. Больше злились девочки, знаете, из-за чего? Даже карта Луна. Это из-за каких-то тайн, умалчивания, из-за состояния, когда ты как ежик в тумане бродишь, ты не можешь понять, что происходит. Как будто бы, ну, такое вот. Из-за этого больше. Или же непонятно, какого рода эти отношения, взаимоотношения, к чему они ведут, почему так все. Ну, неприятно себя чувствовать как марионеткой, да, когда тебя дергают и просто какую-то роль тебе отводят, и ты сам даже не понимаешь, кто ты, к чему мы идем и кем вы являетесь для этого мужчины на самом деле. При том, что, думаю, вы влюбились, вы планировали быть счастливой с этим человеком. Такая у меня, девочки, сигнификация почему-то сегодня вышла. Вот так. Подпишись на канал и поставь лайк. Так, начинаем. Сплетни о вас. Кто распускает сплетни о вас? Прям вот сейчас. И по поводу чего? Как это касается вас? Каким боком, да? Так, кто эти сплетники? Какого рода эти сплетни о вас? Так, кто сплетни о вас распускает? Какого рода эти сплетни? Возьму эротическую колоду, дабы было интереснее вам, может быть, кто этот сплетник и какого рода сплетни о вас. Кто и какого рода сплетни. Кто сплетни распускает и какого рода сплетни. Начинаем. Итак, кто же этот сплетник? Тот, кто про вас сплетни распускает. Ух ты. Интересное сочетание. А тут не один, девочки, тут третьи лица. Тут может быть команда. При этом люди себя позиционируют по иерофанту. Прям, знаете, так понимаю, на языке крутится. Мы же хотим как для нее лучше. Это же даже отчасти как забота может проигрываться о вас. При этом, ну тут же иерофант, тут это люди, которые умудрены уже опытом. Люди, которые тут прям занимаются ростом, развитием, духовным ростом. Тут себя вот они так транслируют. При этом рядом хамелеоны. И вашим, и нашим, и когда надо, тут могут так изловчиться, извернуться, ну такие легко приспособляемые. При этом сами, может, даже искренне перед собой, вот, ну, как вот тут как комедию ломают, мне прям хочется сказать. Вот показывают, что я же самыми лучшими намерениями движима или движим. Ну, тут может быть и мужчина, и женщина, вот как коллектив какой-то, могут как вас сплетни, ну, обсуждать такое. Ой. Могут две женщины и один мужчина. Ну, не факт, но в принципе. Больше женщины, конечно. И опять вышла у меня метла, это же сплетни, да. Люди, которые, знаете, если тут карта горы, какие-то трудности, то ли в вашей жизни, то ли в принципе. И вот какие, знаете, как вот только дай повод. И любые трудности, ну, вас, наверное, каким-то образом касается. Может быть, отчасти, если вы с ними в связке, да, ну, то ли ваши трудности, они каким-то образом, не знаю, что интересуют их, или они в курсе, или уж не знаю, ну какие-то тут трудности возникают, допустим, в их даже жизни, то карта метла, посудачить, перемыть кости, карта сущность, знаете. При этом вот тут несколько таких карт, говорящие о том, что ну, это вот они показывают вот всем
там одно лицо, на самом деле внутри живут совершенно другие. Видите, как сущность вылазит из этого какого-то человека, обычного среднестатистического мужчины какого-то, вот вылазит эта сущность. Там внутри такие демоны сидят, там внутри куча, ну, может быть, даже неудовлетворенность, страхи, какие-то... Ой. Так. Сейчас. Какие-то люди. Кто задачит о вас? Да. Так, это люди. Кстати, кто-то из них может быть, ну не обязательно там все, но кто-то из них действительно может быть, как вам сказать, интересной, сильной личностью, но тут как будто бы он в окружении, знаете, как каких-то как шакалов рядышком. И это своего рода, почему-то мне так хочется это прочесть, своего рода как, может быть, один кто-то ведущий вокруг ведомое, но на самом деле вот этот ведущий, он думает, что он ведущий, но на самом деле это как подмена понятий. Он идет на поводу вот этих самых шакалов. Ну, извините, может, как-то некрасиво это все изъяснилось. Ну, хамелеоны не зря тут у меня высвечивается. Опять-таки, кто-то из них может быть уязвлен, обижен. Не обязательно вами, в принципе, как будто бы вот тут что-то какая-то обида у человека накопилась, и уже не первый раз. Хотя внешне эти люди могут транслировать, не показывать свои какие-то обиды, претензии. Я не говорю, что это к вам, эти обиды. Если это в коллективе, да, это очень похоже на какой-то коллектив, там вот, может быть даже, ну, у кого-то, не знаю, там, бывает там, не знаю, друзья так называемые, которые потом себя ведут не очень красиво и могут сплетничать тоже. Группа лиц. Но скорее на коллектив похоже. Они транслируют легкость по карте Дуванчик. Как будто бы не восприимчивы ни к каким там уколам, замечаниям. Как будто отряхнулись и все, их это не касается. На самом деле обиды уже много, хотел сказать, лет, ну не знаю, много месяцев как минимум, как будто бы копятся эти обиды, и люди запоминают, и тем людям, которые их обижают, они 100% готовы отомстить, нагадить. Кто-то из них вот на самом деле сильный, перспективный, но ему приходится пока приспосабливаться по этой хрустальной туфельке, может к окружению, в котором он находится, может быть, в принципе, он как заложник образа, уже знаете, как в одном лагере каком-то оказался. Вот тут не все так однозначно, я в том плане, что кто-то тут как заложник ситуации. При этом, может быть, почему-то мне такая идет информация, кто-то из этих людей, как будто бы он, ну, его точно не устраивает вот быть вот в этой роли, вот тоже, может быть, даже кости вам тут мыть, обсуждать. Он пытается как будто бы и с вами быть вот так, знаете, как на одной, как это сказать, на одной ноге нет, как это говорят, пытается, может, как бы дружелюбие высказывать. Да не все тут, мне кажется, тут вам вряд ли кто-то тут хамит, или вряд ли вам тут кто-то в открытую какие-то гадости делает. Тут наоборот они шифруются. Тут по аэрофанту. Аэрофант хамелеон, который приспосабливается. Тут сплетни и сущность. Ну, им не хотелось бы, чтобы вы там думали, что они там прям такие как-то злобно против вас настроены. Ну, постоянно идет обсуждение о вас. Ну, и я уже говорила о том, что кто-то из них один, он мне так идет, что хотелось бы ему вырваться прямо из вот этого какого-то образа, вот, может быть, случайно, знаете, как промолчал или промолчала, там эти обсуждали, там двое-трое, а он как стал немым, или не очень немым свидетелем этого всего. И раз вовремя сразу не одернул, не защитил вас, да, на словах, там, или что-то не сказал, что, ну, у всех бывает, там, или какие-то там, ну, не знаю, как будто как в защиту не стал или не стал этот человек, да, то уже он автоматически будто бы примкнул к их, ну, лагерю.
по большому счету он как будто бы дал добро обсуждать вас, осуждать вас, где-то вот эти сплетни распространять. Но ему это не нравится. Вот такая интересная какая-то мне ситуация вышла. Вот такие сегодня у меня сплетники, девочки. Вот тут, ну тут не один и не два, тут минимум 3. Так, хорошо, это ясно. Давайте, собственно, о чем сплетни люди распускают по поводу вас. Мы уже выяснили. Так вы их не считаете, они очень, может быть, даже заботливые, внимательные. Даже почему-то им важно амплуа какого-то такого, не знаю, амплуа добродетели. Ох ты. Так, сплетни по поводу вас. О чем? Ну вот смотрите, белая ворона, вас считают сразу. Будто бы вы не совсем, то ли в этот коллектив выливаетесь, то ли не совсем вы соответствуете этому коллективу. Сейчас буду дальше докладывать. Могут говорить, вот так я выборочно буду читать, мне так проще, кусочки, как будто пазлики. Могут говорить о том, что вы, а повторюсь, как белая ворона, может быть у вас там видение себя в этом коллективе, видение вообще своей жизни. Оно как будто бы то ли вам не по пути с этими людьми, то ли вы настолько как-то отличаетесь в вашем мировоззрении, восприятии этих взаимоотношений, поведение ваше. Вот тут вот на этом акцент основной. При этом они могут обсуждать вас и говорить, что на самом деле у вас очень много позитива и опыта, и сама по себе, как, знаете, женщина, вот лекарство от всех бед, женщина, которая может пройти многое, способна на многое. Тут в позитивном таком, ну, как вам сказать, подтекст такой позитивный. То есть, какие бы ни были там невзгоды, печали, вы тут и сами вылечитесь, и вытянете еще там ваших близких, родных, людей, которые там от вас зависят, поддержите их. То есть на вас можно опереться. Вот тут такое, ну это как, не знаю, сплетни, не сплетни, мы это смотрим в общем, как характеристика, лекарства от всех бед. При этом, вот тут так интересно, если вы, допустим, с ними в какой-то связке с этими людьми, тут могут они говорить о том, что вы со всех сил стараетесь то ли свою построить дорогу отдельно, путь какой-то проложить. По святой воде, может быть, где-то поменьше даже с ними общаться, где-то поменьше, ну тут иглы, может быть, даже уже были какие-то попытки вас уколоть, как-то некрасиво с вами люди себя вели. Тут как будто бы вы в будущем вы хотите избежать. Сейчас, извините, воды попью. У вас тут какой-то был как будто бы опыт общения, то ли с этими людьми, то ли, в принципе, это какое-то как окружение. Они могут просто обсуждать, говорить о том, что да, уже тут у нее опыт есть, она хотела бы избежать, может быть, каких-то колких замечаний, неприятных ситуаций. При этом желание могут обсуждать вас и говорить, что вас, допустим, не устраивает зарплата или ваше материальное положение. Тут об этом. Могут тут раздувать, если вы там какие-то фразы сказали по поводу там, зарплата меня не устраивает, объем работы большой, а зарплата минимум какой-то. Вот могут рассказать о том, что вы тут меркантильная и хотите, может, поменять место работы, какое-то начальство, претензии, хотите много зарабатывать. Извините. Опять-таки могут рассказывать, что вы в принципе хотите освободиться от любого рода ограничений. Видите, тут роза распускается, вокруг у нее был хрустальный купол. Это как ограничение, и тут это разбивается купол. То есть вы хотите улучшить свою жизнь. Эти люди почему-то делают акцент на том, что вы недовольны
ну, то ли своей материальной базой на данном этапе, или в принципе хотите уровень достатка повысить свой. Ну, элементарно какие-то претензии могут быть у вас по заработной плате. При этом это, знаете, у них могут быть тоже те же самые вопросы и претензии, но они могут, знаете, как будто бы вас подставлять, допустим, в каком плане. Начальству говорит, что это у вас, они всем довольны, это вы как будто бы там, ну, недовольны чем-то там, то ли графиком, то ли, опять-таки, оплатой, то ли еще чем-то, вы поняли, да, тут какая-то такая, могут так вот использовать ваши слова, перекручивать и в ушки доносить там начальству, еще кому-то. И в принципе, как будто вот вас вперед так подталкивать на амбразуры, да. Опять-таки, ну вот рассказывать, что в вашей жизни, допустим, сейчас происходят какие-то там события. Тут дьяволы, тут как будто бы небеса разверзлись. У вас разного рода не очень какие-то позитивные события. Могут эту тематику какую-то там, опять-таки, знаете, из мухи слона делать, да, услышали там что-то, какое-то событие в вашей жизни, пусть даже с негативным подтекстом, но это могут раздуть, рассказать там прям и какую-то проблему. Как будто бы тут делают акцент на том, что у вас проблемы, и вы хотите, соответственно, ну, свою жизнь изменить в лучшую сторону, прикладывайте. Если это коллектив, там рабочие взаимоотношения, вы можете этот коллектив покинуть то ли в любой момент, то ли в принципе, то ли вы собираетесь. При этом меркантильный, да, вас отчасти такое выставляют. И еще такой подтекст, как будто бы могут рассказывать, что вы ищете, допустим, вы если и планируете там уйти из коллектива или создать что-то свое новое, то карта Близнецы, ищете единомышленников. И при этом такой нюанс, как будто бы среди них вы не нашли этих единомышленников, людей, с которыми вы смогли бы, ну, допустим, там как-то открыто как-то общаться. В общем, я вам хочу сказать, тут идет как-то так вперемешку. С одной стороны, тут действительно есть отчасти как даже не, ну, может быть, как похвала вашим каким-то достоинствам. Люди это отмечают, даже вот эти вот сплетники. Тут вас такой какой-то плодородной, перспективной представляют. Женщина, которая может быть один, второй какой-то проект. В принципе, можете быть очень, ну, интересной, многогранной. Соответственно, тут как будто бы и перспектива у вас есть. Построение вот этой той же карьеры, реализации, раскрытия вашего потенциала. Вот мне эта карта, она метафорическая, она об этом. Видите, тут женщина, она чашу с водой несет, и тут птицы, разные птицы к ней подлетают, пьют эту воду. То есть где-то вот этот потенциал ваш, они замечают, они знают. И, наверное, по большому счету не хотели бы эти люди вас терять, даже если они там где-то с вами в связке. Но вот тут какой-то такой вот, знаете, хотел сказать, как жучок, который там что-то сидит внутри их, вот как будто бы заставляет их вот как-то как, ну, знаете, как укусить, уколоть, что-то вот такое, как вот сделать. Отчасти это даже не то, что там обесценивание вас, а вот как-то так вот им бы хотелось бы все равно, чтобы вы... Даже не знаю, тут смысл этого всего. Ну, почему-то вот хочется им о вас поговорить. Вот инаковость ваша какая-то. Вот тут вот это подчеркивается. Где-то кто-то может еще сказать: о, а ты знаешь, что там у нее произошло? Там и то, и то, и то. Вот она хотела того, а у нее там пока это не получается. Ну, посмотрим, как дальше там будет. Ну, что-то такое. Я не могу сказать, что тут прям злостные какие-то. И это не зависть, потому как у вас тут какие-то не очень хорошие времена, скорее всего. И не злорадство даже. Нет, не буду ничего рассказывать. И они как будто бы действительно говорят, обсуждают и верят. И говорят: все у нее будет хорошо, она сможет пройти эти трудности. Как будто бы правильными вы даже методами это идете. Ну, тут как будто бы вас постоянно хотят, знаете, как-то так вот перекрутить ситуацию и выставить вас вот тут меркантильной. Вот это тоже есть. Мне прям интересно. А сами они довольны какими-то тут материальными положениями, если зарплаты примерно там, ну, если это коллектив какой-то, они сами довольны?
Тут еще знаете, как у кого-то из женщин зависть может быть. Если у вас есть мужчина, или они думают, что есть мужчина, который о вас заботится, материально вкладывается, то они тут, а у них нет этого, то они говорят, нам приходится там, знаете, как бывает, они говорят, нам приходится на 2, на 3 работах пахать, да, а у нее есть там, кто говорит любовник, кто говорит в принципе муж, мужчина, то есть могут даже предполагать, что вам не обязательно столько работы, сколько им, вам оно чуть ли не на блюдечке с каемочкой какой-то достается, или вам достаточно там минимум какой-то там, знаете, ходить на работу для развлечения, просто для того, чтобы общаться. А им приходится выживать. Вот тут какой-то нюанс с мужчинами. У этих, скажем так, женщин, которые вас обсуждают, у них проблемы прямо с мужчинами, которые могут материально вкладываться. Вряд ли тут есть, может быть, матери-одиночки или в принципе женщины, которые не видят поддержки от мужчин. А тут какая своего рода зависть идет. Да, вы сейчас мне напишите, да нет у меня такого. И, они вам приписывают, им кажется, что у вас есть вот какая-то там защита, тыл. Вы можете себя, может, баловать какими-то там покупками. Я не говорю подарками, но как будто можете себе позволить какой-то уровень материальный лучше, чем у них. И тут, знаете, в таком контексте, что у нее лучше, чем у нас, и она все равно недовольна. Вот тут такое может быть. Все, вот такой у меня сегодня расклад, девочки, вышел. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Ну а те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо. Умнички.